Снял я площадку, переднюю часть. Вот так вот она выглядит. Вот это вот усиление, которое варилось. Ну, в общем, профильную трубу-то надо срезать. И вместо нее два уголка до кучи сварить. Страшного, в принципе, тут нету ничего. Ну, немножко эстетика попорчена. Но если, конечно, что-то еще пользоваться передком, цеплять что-то, то, конечно, надо переделать однозначно. Отремонтировал я переднюю часть полурамы. Но когда я разобрался, снял двигатель, мне захотелось почему-то изготовить полностью другую часть полурамы, а эту оставить как бы так, как есть. Ну вот я ее почти изготовил, в принципе. Еще нужно вот этот вот ограничитель приварить. Но это уже под натяжитель ремня. А потом все-таки я не доделал когда, а мне нужен был мотоблок. Я все-таки по-быстрому отрезал. Кусок здесь отрезал и приварил кусок профильной трубы и работал так. А вот совсем недавно приварил еще скобу сюда. И вот этот передний штырь тоже сам сделал, на котором крепится косилка, там всякая ерунда. В общем, вот так вот. Это, конечно, более массивная конструкция. Тут все толще. Здесь два уголка сваренных 40-х до кучи. Да и здесь все потолще, помассивней уголки. И потяжелее она. Ну пока, конечно, я еще сюда двигатель не ставил. Ничего не делал. И красить надо. В общем, вот так вот. Ну вот, собственно говоря, и конечный результат проведенной, как говорится, работы. Да, кстати, я все время в видео говорю, что профильная труба это не профильная, а оговорочка. Это квадратная труба 40 на 40 приваренная. Я вот все думал, как это дышло сделать, но оно самопальное, как бы его сделать, крепление упростить, чтобы оно быстро снималось. Ну, ничего не пришло, как говорится, как только подцепить его на скобу. Скобу тут одну приварить, как говорится, наглухо, ну а другую, причем скоба одинакового размера из швеллера. Ну, не знаю, может прочность уменьшится. И сюда все-таки дышло заводское вставлялось сюда, в квадратную трубу, и на двух отверстиях пальцами держалось.
Ну не знаю, 100 килограмм сюда на нос. Больше, я думаю, не стоит цеплять. А вообще так 50 и достаточно. Снегоуборщик, там косилка, что сюда еще может. Отвал. Все это в пределах 50 килограмм. Ну а это остается как бы в запас. Не покрашенный, немножко недоделанный. Здесь вот этот угол надо чуть больше отогнуть. Сюда еще можно сделать такая типа скобы для того, чтобы вешать фрезы. Обычно на заводских вариантах вот так вот бампера шли, как бы фрезы вешались вот так и как бы занимали при транспортировке много места. В калитку, допустим, не всегда получалось проехать. А если бы они вот так вот горизонтально, как бы вертикально стояли, то было бы нормально. Ну, а так вот, так как я его собираюсь продавать, то особо поделками заниматься и не хочется. Основное как бы сделал, чего не хватало. Ну и все.